Почему-то я даже не сомневался, что вы все поголовно проголосуете за удаленных мобов в Майнкрафте. Чтобы вы понимали масштаб происходящего, проголосовавших было 42 504 человека. Из них всех 37 828 проголосовали за мобов, которых удалили. Да, у меня даже слов нету. Вы просто невероятные. Я вас обожаю. Давайте продолжать в том же духе. Так как у нас скоро будет конец второго сезона Майнкрафт Открытие мобы, вы можете поддержать меня своим лайком. И новый, третий сезон не заставит себя ждать. Все вы также можете проголосовать за следующего моба в подсказках на ютубе в правом верхнем углу, в комментариях и по ссылке в описании в нашем паблике во ВКонтакте. А сейчас давайте же наконец-то разберемся, почему же они все-таки удаленные мобы. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Хей, ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Но у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете 3 типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты. В общем, ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Сегодня я хочу поговорить о 5 мобах, которые были добавлены в игру, но в скором времени были удалены, выяснить причину и понять, что к чему. Всего, скажем так, было 6 мобов, а одном из них не имеет смысла говорить, так как он вообще толком не имеет ничего интересного. Я сейчас говорю про Свиночеловека, которого Ночь планировал добавить, но что-то пошло не так, и Свиночеловек был реализован лишь в виде текстуры. Есть догадки, что именно из-за его текстуры сделали новую текстуру зомби-Свиночеловека. Плюс ко всему, эти 2 текстуры можно использовать как свой скин, может кому-то это пригодится. Вот и все, давайте же перейдем ко всем статистикам этих мобов. Давайте начнем с Бистбоя. Первое появление было в версии InDev 0.31, 23 декабря 2009 года. Это агрессивный моб, но, к сожалению, у него не было атаки. Здоровье у этого парня 5 единиц, а это значит 2,5 сердечка жизни. Спаун проходил каждый раз в новом чанке, к которому подходил игрок. После убийства опыта не давал, так как версия 0.31 еще не было шкалы опыта. А вот дроп имел. После убийства могла выпасть сера в количестве от 0 до 2. Позже серу переименовали в порох. Продолжим и поговорим про Черного Стива. Первое появление также было в версии InDev 0.31. У него не было атаки, и он также имел 5 единиц здоровья. Спаун происходил раз в 2 чанка. Опыта мы получали ровно 0, а вот дроп был совсем другой. После убийства мы получали нить в количестве от 0 до 2. Ну и последний из этих 3 почти одинаковых мобов — это просто обычный Стив. Все параметры точно такие же, но иногда после убийства Стив мог подкинуть вам огнево, но чаще всего это было одно либо 2 перышка. А вот и совсем другой моб. Это Рана. Первый моб девушка в Майнкрафте. Первое появление было в версии InDev 0.31, но только это было в версии, которая вышла 31 декабря 2009 года. Так как эта девушка моб, то соответственно это была не агрессивная девушка. Но зато у нее было самое большое количество здоровья, а именно 13 единиц, что равно 6,5 сердечкам. Спавнилась крайне редко. После убийства также не давала опыта, но могла выдать дроп в виде розы в количестве от 0 до 2, и также яблоко в очень редких случаях. Теперь у нас на очереди Человек. Добавлен этот, скажем так, персонаж был еще в далекой версии под страшным названием RD 132328 13 мая 2009 года. Это агрессивный моб имел 3 уровня атаки. На легком было полсердечка, на нормальном уровне целое сердечко, а на сложном аж 1,5 сердечка жизни. Здоровье у него было, как и у всех других стандартных мобов, а именно 20 единиц жизни, то бишь 10 сердечек. В старых версиях спаун происходил хаотично, вне зависимости ни от кого. В более новых версиях спаун этого моба был по нажатию клавиши G. После убийства опыта не было так же, как и дропа. Обидненько. Мы поговорили с вами про всех мобов, рассказали про их характеристики, но все же нужно узнать немного больше. Кто их создал, зачем и более подробно поговорить о каждом из всех мобов. Создателем первых 4 мобов из нашего списка был Хайден Скотт Барон. Родился Скотт 6 апреля 1980 года в Британии. Точного города мне не удалось найти. Сам по себе Скотт художник-иллюстратор. Вы могли его знать по таким играм, как Roller Coaster Tycoon 3 на ПК, Lost Wines на Wii, Kinetic Animals на Xbox 360 и Tumble Drop на iOS. Лайк, если играл хотя бы в одну из этих игр. Это только самые популярные. На самом деле их очень много. В декабре 2009 года он пришел в компанию Mojang, но тогда она еще имела название Mojang Specifications.
Ночь принял его к себе в качестве художника. Скотт был самым первым сотрудником, который был принят в его компанию. Если честно, я почему-то думал, что первым, кого приняли работать над Майнкрафтом, это был Джеб. Я, скажем так, удивился. Кстати, я уверен, что многие из вас хоть раз в жизни довидели вот такой альтернативный логотип Майнкрафта. Да, все верно, этот логотип Скотт нарисовал для нашей всеми любимой игры. Так вот, после того, как Скотта приняли в команду, он сразу же принялся за работу и добавил 4 новых мобов. Про них мы поговорим чуть позже. Сейчас же Скотт продолжает работать над своими играми и переписываться со всеми фанатами в Твиттере, советуясь с ними и показывая свои новые наработки. Я более чем уверен, что вы задаетесь вопросом, а почему же ушел этот столь прекрасный разработчик? В феврале 2010 года Ночь, скажем так, уволил его из-за непрофессионализма. Если вы заметили, то все мобы, которых он создал, не имели никакой анимации. Они просто скользили по миру, даже без минимальных движений. Все это связано с тем, что Скотт не смог добавить им анимацию. Сколько бы он раз ни пытался, ничего не получалось. Ночь решил, что ему не нужен такой сотрудник, и попрощался со Скоттом, написав в Тамблере небольшой пост о том, что им со Скоттом не по пути, они с ним не пара, прости. После ухода эти мобы были сразу же удалены, но все же давайте поговорим о каждом из них более подробно. Beast Boy. Если перевести дословно слово Beast Boy, то мы получим Зверомальчик. Этот персонаж является героем комиксов вселенной Detective Comics, а именно участник команды Юные Титаны. Его способностью есть возможность трансформироваться в разных животных, которые он видел в своей жизни. Я помню те моменты, когда я приходил из школы, включал телевизор и смотрел этот же мультфильм. Эх, ностальгия-то какая. Но даже если бы Док не ушел из моджинга, все равно они бы не смогли реализовать этого персонажа в своей игре. Beast Boy — это часть вселенной DC, именно у них все права на этого супергероя. Если бы они его оставили, моджинги получили иск на сотни, а то и миллионы долларов из-за авторского права. Черный Стив и обычный Стив. Про черного Стива совсем нету никакой информации, кроме той, которую я уже рассказал. Мне кажется, его добавили только из-за толерантности, ведь в игре был и обычный Стив. Все эти персонажи позиционируют себя не как животные или нежить, а как люди. Именно из-за расизма во многих странах, в том числе и играх, было решено добавить 2 совершенно одинаковых персонажа, но только с разным цветом кожи, дабы это не задевало игроков. Это, конечно же, сугубо мое мнение, вы с ним можете не соглашаться. Вместо этого вы могли бы написать в комментариях ваши теории по поводу этих 2 персонажей. Мне было бы интересно почитать. Лучшие будут отмечены сердечком на ютубе. Рана. Этот персонаж, как по мне, самый интересный из всех, которые были добавлены в Майнкрафт. Сама по себе Рана напоминала маленькую девочку, одетую в зеленый дождевик с капюшоном в виде жабки. Почему именно Рана и почему именно капюшон в виде жабки? Все просто и лежит на поверхности. Слово «рана» в переводе с испанского, итальянского и латинского — это жаба. Вот такая пасхалка находилась в имени этой девушки. Этот моб самый первый из всех, кто издавал звуки получения урона при атаке. Все остальные просто молчали. Кстати, из-за того, что Рана была добавлена последней, нету версии, в которой она бы присутствовала в игре. Есть только версия от 26 декабря 2009 года, в которой есть Стив, Beast Boy и Черный Стив. Ссылку на скачивание я ставлю в описании, ибо в лаунчере ее нету. Но умельцы создали мод, в котором присутствовала Рана. Еще одним занятным фактом есть то, что Рана была взята из игры Chibi Robo, которая выходила на GameCube. Прототипом была Дженни Сандерсон, маленькая девочка в шапочке жабки. И один из создателей игры был, кто бы вы подумали? Сюрприз-сюрприз, Хайден Скотт Барон. Вот такие дела. Человек. Моб, который выглядел идентично игроку со стандартным скином, но управлялся компьютером. Скин и модель была взята в одной из игр Ночи под названием Zombie Town. Изначально кодовое имя этого персонажа было Монстр. Однако, когда игра еще была записана как Cave Game, кодовое имя было Зомби. Эти существа не могли ставить или уничтожать блоки, только бесцельно двигаться по игровому миру. На них влияли другие блоки, так же как и на игрока. Но они проходили через жидкости, будто их нет. Позже, в бета-версии 1.8, мобы были удалены из игры, но не из кода, и еще долго хранились под кодовым названием Монстр. Любые желающие могли заспавнить его, но только с помощью другого моба. Правда, я не смог найти эту команду, может кто-то из вас знает, то я буду очень благодарен, если вы напишите ее в комментариях. Вот такое у нас нестандартное видео получилось, сразу о 5 мобах. Из-за того, что они похожи между собой, у них одна история, и не было смысла делать
сделать 5 отдельных видео, дабы рассказать о каждом. Я решил сделать одно, но большое и интересное, а не 1000 роликов по 2 минуты. Не забывайте проголосовать за мобов, которые должны появиться в следующем видео. Голосовать можно прямиком в этом видео, нажав на подсказку в правом верхнем углу или по ссылке в описании в нашем паблике во ВКонтакте. Можете написать свой вариант в комментариях, мне будет интересно почитать. Можете скинуть это видео друзьям, дабы они оставались в тренде. Напишите, о чем вы еще хотели бы узнать, и я постараюсь сделать про это видео. Не забывайте читать описание, жду от вас лайка и подписку. Можете также нажать на ролики, которые вы видите на экране, они тоже очень интересны. Гарантия удовольствия. Если нет, мы вернем вам просмотр. А пока на этом все. Меня зовут Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся.